Приветствую! Венгерский городской сочлененный высокопольный автобус особо большой вместимости Икарус 280, в народе прозванный гармошкой, являлся в свое время таким же массовым и узнаваемым автобусом, как и городские автобусы ЛиАЗ-677 и ЛАЗ-695. Начавший выпускаться в 1973 году, поставлялся во многие страны мира и даже собирались на Кубе. А в Советском Союзе они развозили пассажиров практически во всех регионах. Но мало кто из тех пассажиров, которых перевозил этот автобус, знал, что существовал еще и трехсекционный автобус, правда в одном единственном экземпляре. А разработан он был на все том же заводе, где и все Икарусы. Ведь каким ни был бы большим и просторным автобус, даже он не всегда справлялся с пассажиропотоком. Особенно было это явно в городах-миллионниках. И чтобы хоть немного увеличить объем вместимости пассажиров, инженеры завода «Икарус» и придумали к существующему двухсекционному «Икарусу» добавить еще одну секцию. Так и был создан наиболее вместительный автобус за всю историю существования компании, получивший индекс «Икарус 293 К1». Внешне новый автобус был идентичен 280-й модели, но с одним отличием. Между тягачом и прицепом была вставлена дополнительная секция с дополнительным мостом и дверью по правому борту за механизмом сочленения. Установка дополнительной секции повлекло за собой изменение узла сочленения частей автобуса. Первый узел сочленения имел противоскладывающийся механизм, аналогичный тому, который устанавливался на Икарусе 283, без возможности подруливать осью прицепа. Второй узел, который устанавливался между второй и третьей секциями, был аналогичен узлу 280 серии. Он хоть с меньшим углом складывания, но имел возможность подруливать осью второго прицепа. Ось прицепа управлялась тягами от узла сочленения. Как и на Икарусе 280 293 К1, также имел все тот же рядный шестицилиндровый дизель Рабоман D2156 HM6U мощностью 220 лошадиных сил, который работал в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новый автобус решили испытывать на улицах двух венгерских городов – Будапешт и Печь. Но несмотря на проведенные благополучные испытания, многие опытные водители, которые их испытывали, жаловались на очень трудное управление столь длинного Икаруса, даже с подруливающей задней осью, а также на его явно слабый двигатель. И по итогам испытаний было решено дальнейшие работы по трехсекционному автобусу прекратить, а сам Икарус был отправлен на заводскую стоянку, пока в 1992 году на него не обратил внимания иранский заказчик. Пересмотрев компоновку салона, переместив на одну секцию вторую дверь и установив более мощный шестицилиндровый турбодизель MAN D2866 TUH01 мощностью 280 лошадиных сил, а также новые оси и иную раскраску кузова, обновленный Икарус 293 К1 своим ходом отправился в Тегеран, где и работал на столичных маршрутах, пока не был отправлен в 2009 году на заслуженный отдых. И сейчас находится в запасниках транспортной компании Terran Bus Company. А если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч.